Криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Итак, ну что у нас? Рынок корректируется. По всей видимости, биткоин рисует очередной крест смерти. И нас ожидает, по всей видимости, коррекция. Куда мы можем шлепнуться? Давайте-ка мы с вами посмотрим. Для начала, конечно же, огромная благодарность тем людям, которые смотрят мой канал, ставят лайки, комментарии, потому как если бы не было вас, не было бы этого канала. Мы не видим никакого альтсезона, его пока что нету, но по всей видимости его перенесут на осень 2025 года, не ранее. Это в лучшем случае. В худшем случае у нас будет, конечно же, обнуление депозитов. Ну, я надеюсь, что мы не обнулимся, но ситуация очень сложная на рынке. У нас, конечно же, президент мира Трамп обрушивает все рынки. Полностью идет жатва, бритва, всех участников рынка, хомяков, не хомяков, старичков, всех в принципе. И что же у нас по самому биткоину? Приток капитала 0,7, эфир, это даже не приток, а это отток, можно так сказать. Больше ничего интересного здесь такого нету. Капитализация у нас, опять же, сильнейший отток, 3 триллиона 120 миллиардов долларов. По доминациям биткоина, альткоинов и эфириума мы видим то, что даже нету еще никакого намека на разворот доминации биткоина. Затянули они, конечно же, это дело очень сильно, потому как длительный период времени мы растем по доминации битка. Если мы даже посмотрим на доминацию биткоина, то у нас вчера, в воскресенье, доминация поставила новый хай. Исторический новый хай 65.95. Мы пока что двигаемся в этом восходящем канале. Медвежий флаг, здесь нет у нас отмены медвежьего флага. И он у нас может отработать в любой период, конечно же, как только они здесь развернут. Но куда они еще дальше затолкают доминацию, пока что непонятно. Но у нас есть локальная цель, это, конечно же, 67%. 67% по доминации биткоина, это у нас как раз проторговка ордер блока разворотного на прошлом, конечно же, у нас бычьем цикле. У нас здесь был разворот, также самое у нас здесь есть некие имбалансы, и мы можем еще, конечно же, сходить даже полностью перекрыть этот имбаланс. И на месячном здесь прикольный ордер блок. Если мы посмотрим на месячном, то у нас здесь такая картина вырисовывается. Если у нас на дневке там есть некие имбалансы, то на месячном, вернее на дневке, а на недельном, то на месячном у нас здесь сильнейший разворотный ордер блок. И по всей видимости мы можем 50% его просто-напросто проторговать. Это как раз этот огромнейший блок. Я надеюсь, что это будет блок сопротивления, ибо если мы его пробьем и уйдем выше, то у нас будет глобально сломлен весь такой двойной, можно сказать, паттерн. Мало ли, может это и двойной разворотный паттерн по доминации биткоина. Если мы пробиваем, конечно же, 73% по доминации битка, то у нас здесь будет конкретный разворотный паттерн. И доминация биткоина может улететь выше, вплоть даже до 95%. Здесь, конечно же, умрет вся альта. А также мы видим то, что у нас график данный построен. То, что есть здесь проценты и 160, и 180, и 200 на CoinMarketCap показывает, и 300%. Так что здесь не все-таки и просто у нас происходит. Многие, конечно же, ожидают падения доминации биткоина на 20%, где-то сюда даже. Я этого не жду. Посмотрим, понаблюдаем. Но ситуация очень сложная, особенно если смотреть в сторону альткоинов. По поводу битка, там ничего такого сложного нету, биток в бычке, а альткоины, конечно же, просто умирают. Надеемся, что здесь развернут доминацию биткоина. Дай бог, дадут хотя бы какой-то там глоток свежего воздуха для альткоинов. Итак, у нас здесь есть ордер блок. На месяце мы его видим. Он был разворотный. Мы его можем проторговать на 50%. Это у нас, конечно же, как раз смотрим 67-68%. На недельке здесь у нас есть имбалансы. Мы их тоже можем перекрыть.
И тут у нас ключевой конкретный момент, потому как может быть такое, что на этом рынке все сломается, вся эта цикличность, падение доминации, все у нас сломается, и биток сделает просто невероятное. Он просто улетит. Сейчас на данный момент битка нету ни у кого, альта соскамится, а биткоин останется на рынке как S&P 500, например, фондовый рынок будет торговаться. Итак, что у нас по поводу лонгов? Биткоин-лонги потихоньку начинают набираться. Мы видим, что с 12 июня потихоньку начинают набираться лонги по биткоину и по эфириуму. Лонги у нас закрыты, и буквально с 12 июня мы стоим в боковике. Лонги закрыты по эфириуму, по всей видимости, у нас будет эфириум стагнировать, корректироваться, и вместе с ним альткоины будут это делать. Как мы, допустим, видели вот с декабря по январь 2025 года. Но здесь нужно будет посмотреть, подождать. Если, конечно же, у нас будет здесь опять набор лонгов, то вероятность отскока на альткоинах увеличится, и можно будет на этом отскоке, в принципе, скинуть альткоины. Вот здесь вот на наборе лонгов, который у нас происходил буквально с декабря по май 2025 года, хотелось бы увидеть движение хорошее альты, потому как лонги были сильно набраны, но мы движение альты практически не увидели. Альта просто-напросто была мертвая, маркетмейкер или мамкинмейкер просто не потянул альткоины, и никто с них не вышел. Это была, конечно же, манипуляция со стороны китов. Они просто не дали обычным людям. Я, конечно, не хочу говорить, что хомяки какие-то там. Я тоже такой самый хомяк. Все мы сидим в альте. И они просто-напросто обычным людям не дали возможности не то, что там заработать на альткоинах, даже в ноль выйти. Даже выйти в ноль. Что у нас по доминации DXY? DXY у нас здесь начинает закрепляться. Дай бог, это будет хороший триггер для того, чтобы мы дальше росли по рынку, потому как DXY у нас продолжительный период времени падал. Здесь у нас уже падение практически, сколько мы можем посмотреть, это 164 дня. И по всей видимости у нас есть запас движения по биткоину тоже примерно 164 дня. Если мы посмотрим вот это вот двойное здесь дно, то 164 дня. Мы можем предположить, что примерно мы будем еще расти по биткоину вплоть до сентября 2025 года. Правда, у нас здесь намечается коррекция. На стриме мы рассматривали с вами то, что у нас может быть такая вот коррекция на биткоине, и только потом будет еще одна волна роста. С участниками нашего криптосообщества мы это все дело рассмотрели на стриме. Накинул я сюда шаблон бары, и мы их, конечно же, оставили. И я тогда сказал, давайте оставим, посмотрим, мало ли, может быть, такой будет сценарий. Также у нас здесь был, почему был? Он еще и есть, присутствует такой вот бычий вымпел. Мы с него чуть-чуть, конечно же, вывалились с этого бычьего вымпела. Здесь у нас был закол. И тут интересный момент, будет ли у нас здесь слом данного бычьего вымпела или нет. Но тут у нас намечается крест смерти. Мы видим то, что у нас 20-е, 50-е скользяшки, вот они, красная и оранжевая, здесь будут пересекаться. Мы можем, конечно же, вот эти вот шаблон-бары, чтобы сделать бы их бы невидимыми, я знаю, давайте возьмем их желтыми, вот так вот отметим. Вот, желтыми. Их не так будет сильно заметно. Или даже белым здесь невозможно. О, есть белый, да, вот мы их отметим белым. И здесь мы видим то, что у нас намечается здесь вот крест смерти. Эти две скользяшки сближаются друг к другу. И по всей видимости будет у нас крест смерти, как был вот здесь вот, в феврале 2025 года. После креста смерти у нас зачастую продолжается коррекция. Давайте мы посмотрим, сколько у нас здесь было коррекционное движение. Здесь у нас была коррекция еще на 23%. И только после того, когда биткоин упал в зону сильной перекупленности, вот здесь вот у нас, вернее, перепроданности. Здесь у нас была зона сильнейшей перепроданности. Здесь откупили биток, еще была волна роста и потянули биткоин вверх. Аналогичная ситуация может быть и здесь. Биткоин просто-напросто после этого креста смерти может уйти на коррекцию. Какая за глубины коррекция может произойти, мы точно не знаем. После того, когда здесь все это дело откупят, наберут, то будет вероятность, что биток дальше
начнет расти. И на вот этой вот волне роста они могут подключить тот самый альт-сезон, который мы с вами ожидаем. Может будет такой вариант событий. Также у нас есть хэш-риббанс сигнал. Мы прекрасно знаем, что после хэш-риббанса есть коррекционные движения. Мы это с вами рассматривали даже вплоть до 30%, как это было летом 2024 года. И здесь после сигнала, когда нам дал хэш-риббанс сигнал, мы 100 дней с вами стояли вот здесь вот в боковике, в стагнации по биткоину и в коррекции. Здесь аналогичная ситуация может произойти. Также P-Cycle Top нам говорит о том, что пик бычьего рынка будет где-то в диапазоне 160 тысяч долларов. Мы это надеемся, хоть на рынке и сложная ситуация. У нас уже есть там и перегретость на майнерах. Много предпосылок есть о том, что уже бычий цикл просто-напросто идет к своему завершению. Но дай бог это у нас не произойдет, а цикл просто растянется и будет здесь 3 вершины. Дай бог, что здесь произойдет 3 вершины, и на третьей вершине мы с вами сможем увидеть тот самый долгожданный альт-сезон. Вот в принципе вот так вот. Тоже мы видим здесь вот был у нас крест смерти, биток ушел на коррекцию. Куда мы можем скорректироваться? Ну, конечно же, это первая зона, это линия POC 96 тысяч долларов. Мы ее с вами рассматривали неоднократно на объемах. И эта линия у нас остается актуальной. Это как минимум 96 тысяч долларов. Как максимум, я думаю, что 93 могут заколоть. Также у нас есть гэп в диапазоне 91 тысяча долларов. В принципе, могут биток просто-напросто с легкостью вот сюда вот свозить. И только у нас потом произойдет еще одна волна роста. В принципе, вот такие вот торговые идеи могут произойти на биткоине. Что касается самих альткоинов, там очень сложно что-то прогнозировать. Но, в принципе, доминация альткоинов у нас практически уже подошла к диапазону цен там 2020 года, ноября 2020 года. Мы можем с вами увидеть то, что доминация альткоинов, мы приблизились, смотрите, тут даже не ноябрь, но декабрь примерно, 21 декабря 2020 года. Вот, в принципе, вот так вот. Куда еще дальше падать, знает только сам манипулятор, но альта просто испепелена. С такой высокой доминацией биткоина мы просто-напросто по альткоинам находимся еще до сих пор в нисходящем тренде. И здесь у нас виднеется такой вот глобальный, просто-напросто глобальный нисходящий клин. Его можно даже построить примерно вот так вот. И здесь у нас клин вернее, зажимают. Будет ли у нас здесь разворот на альткоинах? Очень сложно сказать, очень сложно. Конечно же, хочется его увидеть, потому как никакого движения альткоинов мы не видели. И ситуация у нас очень сложная. Этот бычий цикл будет незабываемый, конечно же, для быков и лонгистов, потому как колоссальнейшие ликвидации лонгистов и быков. Этот бычий цикл, это цикл медведей. Хоть он и бычий этот цикл, но медведи здесь просто-напросто бушуют полным ходом. Мы видим то, что шортистов выбривало не очень большое количество, а от лонгистов выбрито очень большое количество, и с каждым днем все больше и больше ликвидирует лонгистов. Буквально за 24 часа опять лонгисты пострадали. Нужно, конечно, соблюдать очень строго, нужно соблюдать риск money management. Вот, в принципе, вот так вот. Что касательно битка, я думаю, то, что у нас все-таки лонги по биткоину и по эфириуму у нас закрыты, то здесь нас будут очень длительный период времени мариновать. И по всей видимости до конца лета здесь, я не знаю, что должно произойти, чтобы мы увидели какой-то разворот. Также не нужно забывать о том, что мы очень длительный период времени находимся в бычьем цикле по биткоину. 2 года и 7 месяцев мы находимся в бычьем цикле. И метрика Bitcoin Stock to Flow уже показывает то, что мы окрашиваемся в желтую зону постепенно. Осталось еще здесь буквально немного. Я думаю, что до сентября месяца и здесь уже будет виднеться завершение бычьего цикла. Ситуация, конечно же, в этом цикле очень тяжелая. Если мы это все дело приблизим, то напоминает нам, вот здесь вот вроде бы как мы корректировались летом 2021 года.
Здесь похожая ситуация. Может, здесь будет какая-то коррекция до 96 тысяч долларов и дальше третья волна роста. Дай бог, чтобы так произошло, ибо, ну, просто-напросто, ну, мы ничего на этом рынке просто не заработаем. Вот как было, допустим, у нас в 2023 году, да, у нас здесь было 3 вершины по биткоину. Здесь могут аналогичную ситуацию отрисовать. Может быть такое, что мы отрисуем здесь 3 вершины. Дай бог, чтобы так произошло. Конечно же, ну вот смотрим, вот так примерно с коррекцией. И мы пойдем на третью вершину небольшую, там диапазон где-то там 150, и уйдем на медвежку. Вот такой, в принципе, сценарий может произойти. И на этой третьей вершине, если ее, конечно же, дадут, эту третью вершину, нужно будет 100% покинуть рынок. Пока что здесь, но покидать рынок, все в просадке, я это не отрицаю, у меня тоже есть просадка по портфелю. Это у большинства участников просадка. У нас в сообществе, телеграм-канал есть в описании под видео, несколько участников только заработали на этом рынке, некоторые вышли в ноль, некоторые там заработали, это старички с 2017 года, и то они чисто заработали на биткоине и брали там 1-2 альткоина, получили 5 иксов и ушли. Все остальные просто, ну, терпят такую колоссальную просадку, и манипулятор, видно, что особо не хочет давать заработать. Конечно же, может быть такое, что это цикл обнуления, как некоторые участники пишут в комментариях под видео. В принципе, так вот. Тяжелый, конечно же, тяжелый цикл, но будем надеяться на лучшее. Ибо, ну, как говорили некоторые люди, или мы здесь заработаем, или мы здесь все потеряем. Нужно понимать, что это очень высокорисковый рынок, и здесь можно как и заработать, так и потерять. Нужно соблюдать риск money management. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. Всем пока, до связи.